Обыкновенный сорняк под нашими ногами, который таит в себе золото природы, символ солнца, свободы и секрет приготовления чашечки самого удивительного кофе без кофеина. Сегодня мы проверим одуванчик на вкус и прикоснемся к его хрупкой магии, превращая его в светящийся арт-объект. Помните нашу прогулку по природной тропе Сатыкю? Именно там я пообещала себе, что обязательно попробую приготовить кофе из одуванчиков. Решила не откладывать мечту в долгий ящик, лопату в руки и вперед за первыми сокровищами. Вообще, знатоки советуют собирать корни поздней осенью или ранней весной, до цветения. Но, как вы уже поняли, мне не терпелось сделать это прямо сейчас, в самый пик цветения. А пока корни отдыхают и отдают лишнюю влагу, мы вернемся на поляну. Наша следующая цель – пушистые белые головки для создания уникального лесного светильника и закрытые бутоны для интерьерного букета. Внимание! Главный секрет идеального сухоцвета – ищите бутоны, которые уже отцвели, сбросили желтые лепестки и закрылись обратно в плотные зеленые коробочки. Видите, из них едва проглядывается белый пушок. Именно в таком виде их проще всего донести до дома, не повредив хрупкую красоту. Магия начинается уже дома. Цветы, собранные вчера вечером, почувствовали тепло и начали неторопливо распускаться прямо на глазах. Переходим к созданию букета. Стебель одуванчика полый внутри, и при высыхании станет слишком хрупким. Чтобы конструкция была надежной, аккуратно продеваем тонкую флористическую проволоку сквозь весь стебель и бережно протыкаем само основание бутона, ту самую плотную часть, на которой держатся парашютики. Отрезаем стебли разной длины, чтобы придать композиции объем. Аккуратно расставляем их в вазу. Главное правило – бутоны не должны соприкасаться, иначе при раскрытии они просто помнут друг друга. Оставим их в сухом месте, всего за одну ночь они совершат чудо, сами распустятся в идеальные невесомые воздушные шары. А теперь переходим ко второй части нашего декора. Мы создадим нежную светящуюся гирлянду из одуванчиков. Она станет главным украшением для нашей будущей съемки под открытым небом и добавит кадрам тепла. Берем закрытый бутон и аккуратно нанизываем его прямо на проволоку с микродиодом, протыкая насквозь. Маленький авторский лайфхак. Начало и конец гирлянды я оставляю свободными от цветов. Так ее будет гораздо удобнее закреплять в интерьере. Подвешиваем нашу будущую световую инсталляцию и даем бутонам время раскрыть свою пушистую вуаль. Чтобы эта хрупкая красота радовала нас долго, фиксируем ее лаком для волос. Распыляем его с расстояния 30 см легким облаком. Защищаем стену картоном. Пока наш декор застывает во времени, возвращаемся к кулинарным экспериментам. Достаем подсохшие корни и тщательно убираем все мелкие лишние ответвления. Теперь нарезаем очищенные корни на небольшие кусочки, примерно по полсантиметра каждый. Хорошенько промываем их под проточной водой и снова сушим. Скажу честно, гораздо проще и логичнее было помыть их сразу после сбора, а не возвращаться к этому этапу сейчас. Сухие кусочки отправляем на сухую сковородку. Постоянно помешиваем на среднем огне, пока они не приобретут глубокий, благородный темно-коричневый цвет кофейных зерен. Даем им остыть и засыпаем в старую ретро-кофемолку. Смалываем до состояния крошки, идеальной фракции для гейзерной кофеварки. Вы бы знали, какой невероятный аромат свежей домашней выпечки заполнил всю комнату. Он держался в доме до самого вечера. Пересыпаю получившуюся ароматную смесь в пиалу и наполняю гейзерную кофеварку. Ставим на умеренный огонь. Через пару минут под давлением вверх поднимается горячий темный напиток. Как только услышите характерное шипение, сразу снимаем с плиты, чтобы избежать горечи. Время дегустации. Признаюсь вам честно, уже сделав первый глоток,
Я перечитала рецепт и поняла, что забыла снять с корней темную кожицу. Из-за этого напиток слегка горчил, но сам вкус оказался удивительно глубоким и интересным. Настоящая лесная магия. Осенью я обязательно повторю этот опыт, но уже без ошибок. Ну а теперь, когда чашечка тепла выпита, я приглашаю вас за кулисы моих творческих будней. Мы отправляемся на фотопленэр. Взгляд на мир сквозь призму пушистого цветка. Кадр приобретает мягкое сказочное размытие, уносящее в детские сны. И, наконец, финал нашей истории. Ожившая световая сказка. Солнце скрылось за горизонтом, уступило место вечерней прохладе, и мы зажгли гирлянду прямо здесь, на спинке винтажного стула. Это мгновение стоило каждой минуты кропотливой работы. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До встречи в следующей истории.